Ну, какая стабильность? Стабильно не очень. Мальчики, записываемся на ноготочки. А не какой-то приз, придачу с землей. Грустная сука, грустная сука. Вы же давно практикуете такую вещь, как «мы живем за городом». Да. Ну, просто нет смысла жить в городе, если ты 24/7 занимаешься каким-то делом дома, то есть музыкой. И тем более съемки за городом — это тоже гораздо интереснее. Ты просто выходишь, и у тебя огромное поле для действий. Но мне кажется, что еще в городе очень много цифрового шума. И вообще все, в принципе, устроено так сейчас в современном городе, чтобы максимально тебя сбивать с какого-то естественного ритма сна, твоих биологических часов и так далее. А на природе все по-другому. Ты подстраиваешься под солнечный день, и как-то, мне кажется, намного продуктивнее становишься. Что главное мы должны знать про Колю? Я считаю его одним из, наверное, самых талантливых композиторов на сегодняшний день. Не буду говорить, может, каких-то громких вещей, как в мире, но на самом деле, может быть, даже и в мире. Главное, что мы должны знать про Настю. Настя — самый талантливый человек, которого я знаю. Я как-то услышал определение. iSpeak — это современное искусство под музыку. Насколько это корректно? Ну, это приятный комплимент, наверное. Сейчас все настолько слилось друг с другом, что жанры в музыке, что как бы традиционное искусство и музыка. Мне кажется, что музыка сейчас вобрала в себя просто все, что можно вобрать. И политику, и какой-то, может быть, акционизм, и при желании, там, не знаю, кинематограф, потому что можно делать музыкальные видео на свои треки. Вы в группе занимаете одинаковые роли. Да. За кем последнее слово? Ни за кем. Вот когда вы решаете, как именно снимать новый клип, например, то есть включать туда, я не знаю, сцену с пионерами или не включать. Если ты, например, за, а Настя против, то как вы поступаете? Мы аргументируем. И кто-то кого-то, в конце концов, переубеждает. И ни разу не было так, чтобы вы прям зарубились и в итоге отложили выход чего-нибудь? Нет, вообще не было. Мы друг довольно хорошо понимаем. Это про то, как устроена семья, как она действительно может травмировать всех членов семьи. Про домашнее насилие, как, в общем-то, мы сами создаем общество, в котором мы сейчас находимся. И то, что его нужно менять, чтобы его менять, нужно начинать с себя, но при этом, вот я это говорю, понимаю, что я считаю в то же время, то, что государство, например, в случае с домашним насилием должно вмешиваться в такие ситуации. А что нужно менять? Нужно из вот этого интимного домашнего пространства выводить это в публичное и говорить об этом. Потому что есть такой момент, что нам кажется, что все, что происходит в семье, в квартире, в комнате, это вот такое личное, о чем говорить не нужно выносить ссоры из избы, это вот наша традиционная русская. То есть, по-простому. Ну, во-первых, ты, очевидно, за закон о домашнем насилии. Да, конечно. Во-вторых, если кого-то избивает отец или мать, он должен выходить и рассказывать об этом. Начинать надо с того, что человек должен знать, что, в принципе, он может к кому-то прийти, например, обратиться даже за психологической помощью. Но вообще-то, если бы у нас был нормально функционирующий закон, человек бы знал, то, что он может пойти в полицию, сказать то, что меня избивают, у меня такая-то проблема, никто его оттуда не отправит и как бы не высмеет или не унизит еще дополнительно. Как бы. Потому что мы почему не идем, когда сталкиваемся с какими-то такими проблемами? Знаем то, что как бы часто еще хуже сейчас себе сделаем морально. Ты в этом клипе прям режешь, ну, то есть там нож. Растекаются по всей стене твои мозги. Очень разозлилась на тебя, ты уж прости. Сотый раз во сне я наблюдаю твой конец. И не так уж страшно в самом деле умереть.
похороны и все остальное. Я даже думал в рубрику «Заебись» своего инстаграма выложить кусок из клипа, поскольку это важный момент. Домашнее насилие — очень важная история, о ней надо говорить. Но я не стал этого делать, потому что вот какую бы там 50 секунд я не вырезал, это был просто призыв к действию. Призыв к тому, что вопрос надо решать именно ножом. Нет, конечно, но это такая метафора и гиперболизированная иллюстрация того, какая ответная реакция возникает в обществе, в котором нет другой возможности защититься от насилия, кроме как самому или самой это насилие проявить. Вот и все. И как бы этого не хочет никто. Поэтому давайте что-то придумаем, как по-другому эти вопросы решать. Ты же была фанаткой арт-группы «Война». Ну, я знакома с их творчеством. Не то, что я... Я ничьей, мне кажется, фанаткой никогда не была. Только в совсем таком возрасте, там, не знаю, когда слушала Эминема, Мэрилина Мэнсона или Лена Катина из группы «Тату», и мне казалось, что, блин, это прикольно. Но в таком сознательном возрасте у меня не было какого-то прям адского фанатизма. Но да, я считаю, что акции группы «Войны», они крутые, злободневные. Но из такого акционизма мне, там, не знаю, мне, например, очень нравится Осмоловский с его хуем, выложенным телами на Красной площади. Это тоже вот в ту степь все. Пусси Райт, естественно. То есть, да, русский акционизм, он прикольный. Вы музыканты или акционисты? Мне кажется, акционизм — это прежде всего то, что происходит в физическом пространстве, ну, для меня, по крайней мере. Поэтому мы скорее медиахудожники, музыканты и медиахудожники. У тебя там книги на английском языке. Я ничего не путаю, что вы с Настей свободно говорите? Да. Почему? Потому что вы учились на переводчиков? В том числе. Ну, на самом деле, мне больше дало просто чтение литературы на английском, мне кажется. Чем больше я читал, тем легче ориентировался в языке. Когда у Кендрика Ламара выходит новый трек, ты читаешь текст или ты на слух понимаешь? Нет, я иногда могу какие-то вещи не понять из-за даже не столько диалекта, из-за произношения просто вот именно человека конкретного. Или там, скажем, если это какая-то быстрая читка, еще что-то, конечно, я могу заглянуть в текст, но общий как бы посыл я все равно всегда схватываю. Но твоя среда контента — это англоязычная. Да, я думаю, что 60%, наверное, где-то. Может, 50 на 50, не знаю. Я, может быть, не супер классно как-то говорю, у меня есть акцент и так далее, но читать, писать и понимать, ну, как бы это для меня как второй, в принципе, язык. Как бы это просто была достаточно естественная среда. Очень много информации мы поглощаем на английском языке и читаем. И поэтому этот язык, естественно, казался нам универсальным, который будет понимать, как нам казалось, и у нас в России, и на Западе. Если мы понимаем английский, нам кажется, что все его у нас тоже понимают. Но это, конечно, было не так, потому что очень многие люди в России не очень знакомы с английским языком. И, в принципе, если послушать наши ранние треки, на самом деле там языка как такового-то и вовсе нету, потому что была идея такого еще более универсального языка, именно крика, который, в принципе, понятен на любом языке. То есть ты кричишь хоть на японском, хоть на английском, хоть на русском. Если ты кричишь, там, не знаю, жалобно или горько, всем понятно, какую эмоцию ты испытываешь. Если ты там с удовольствием кричишь, тоже всем понятно. И это куда более универсально, чем какой-то язык. Но как-то мы эту идею проработали с английским языком, потом у нас был тур по Америке, и мы вдруг поняли то, что вообще мы не какая-то третьесортная культура, а мы очень интересные на самом деле людям за границей. Именно этот тур, он как-то нам помог на себя по-новому взглянуть, и на наш язык в том числе, на его уникальность, на его красоту. Это очень странно, что это именно так, что именно после тура по Штатам это произошло. Там просто все настолько зациклены на своей идентичности, на своих корнях, потому что это Америка, потому что там это страна, в которую съезжалась куча разных людей. Они как бы нас все время спрашивали, а вот вы там, а вот вы, а мы никогда себя сами не спрашивали, а мы как бы кто, что, наш русский язык или еще что-то, что это такое. Вот этот
патриотизм, которому можно было бы воспитывать нас, именно любви к своему языку, к своей культуре, которая, ну, я в принципе считаю, что вся культура, она в языке. Я смотрел лайвы, и там слышна русская речь, я просто не могу понять. Вот, город Бордо, например, где вы выступаете, французский. Это русские экспаты вам подпевают? Или это люди, вот знаешь, как я в юности очень любил японскую группу Yum Yum Orange. Они, да, они играли скапанк, вот, у них там много было на английском, но что-то было на японском. Да. И я вот просто как бы не понимая этих слов, я звуком этим подпевал, когда еще в MP3 плеере их слушал. Они чаще понимают речь, читают перевод, и потом пытаются воспроизвести это с помощью вот этой транслитерации. И на наших концертах в Европе большинство людей именно так и делают. Им просто нравится, как звучит язык. Они знают смысл, потому что они читали тексты. Ну, им нравится музыка, и поэтому все кричат грустная сука». Это на самом деле довольно весело и приятно. Мой русский язык не идеален. Когда недавно некоторые косяки в моей речи публично и очень четко разложили, я делился этой историей в Инстаграме, у меня появилась дополнительная мотивация заняться своим русским языком. Вы в курсе, что в этом телефоне уже давно есть приложение Профи.ру? С его помощью мы нашли мастера, который починил нам кран в нашей офисной ванной. Там же я нашел тренера, который подсказал мне, как правильно заниматься на турнике. И вот сейчас я найду там человека, который поможет мне сделать мой русский язык лучше. Русский язык. Погнали. Для себя. Взрослый. Так, дистанционно. Важен ли вам пол репетитора? Мне не важен. Короче, сразу много предложений. Так, замечательный педагог, требовательно. В достижениях написано, что сдала ЕГЭ по русскому языку на 10-100 баллов. Стоп, то есть сама сдавала ЕГЭ? Ну, круто, давай тогда попробуем. Инга, здравствуйте. Да, вы без камеры. Ой, секунду. Мы Здрасте. можем на «ты» сразу? Да, давай на «ты», я буду жестко за. Я говорю довольно грязно. Старая моя проблема, она касалась вот этой чудовищной конструкции про «я думаю то, что». Что есть еще? Расскажи, пожалуйста, из того, за что ты зацепилась. Ну, конечно, слова «паразиты», которых достаточно много. Это все как бы, типа, чё. Считается, что слова «паразиты» нужны для того, чтобы заполнять паузы. Когда человек чувствует себя неловко, ему некомфортно молчать, и он их вставляет просто для красоты. Либо когда он хочет привлечь внимание, и обычно такие люди повторяют «смотри», «смотри», «слушай». А, вот штука, смотри. Я правильно понимаю, что это грубая ошибка? Я сказал, смотри. Серега шокировал меня пару дней назад, сказав: «Юрец, спроси, как пишется «вряд ли». Да, это самое ходовое. Ну, как «извините», то же самое «извините». Серьезно? Где-то умирает один Винни-Пух, я говорю, когда вы пишете через «е». Слушай, а ты записываешь слова, да, которые слышишь где-то? Вот трэшовые формы. Конечно, да. А. Самое ходовое, мне кажется, «извиняюсь», когда люди говорят. «Извиняюсь» — самая вообще неистребимая ошибка, потому что «извиняюсь» — это когда ты извиняешь сам себя. «Ся» — это себя. Поэтому только «извините». Это моя Поэтому, ошибка. когда кто-то Это моя ошибка. небрежно бросает «извиняюсь», это значит, что он не извиняется перед тобой. Спасибо тебе большое. Давай, пока-пока-пока. Профи.ру. Отличная опция, когда нужен специалист по конкретной теме. На сервисе зарегистрирован почти 1 миллион профи по самым разным направлениям. Мастера по ремонту, клинеры, фитнес-тренеры, парикмахеры. На Профи.ру можно найти практически любого специалиста или фрилансера, даже веб-дизайнера. Под этим видео есть ссылка. Ныряем по ней, скачиваем приложение Профи и держим профи под рукой. А если вы сами в чем-то спец, переходим по второй ссылке в описании, регистрируемся и получаем еще больше заказов. Вперед! Русский язык! Что это за картина? Нам подарили ее фанаты после тура. Бобик милицейский. Да, там еще Кавай Путин есть. Там. Ну, такой, какой есть в целом. Конечно, Путин — главный кавайный персонаж страны.
Мы почти не будем говорить про ваш знаменитый ментатур, который был в 2018 году, потому что вы много где про это говорили, и плюс даже документальный фильм про это был. Просто там люди на холоде стоят, давайте запустим сюда их. Пока не нужно, потому что это будет слишком... Не, пускай сюда заходят. Балаган, и он... Не, балагана не будет, наоборот, будет балаган Он будет там. мешать работе сотрудникам полиции. Чуваки, они не пройдут, они уйдут, мы останемся. Как жизнь ваша поменялась после этого? Привычки, бдительность, конспирация, прочие вещи. Какое-то время мы параноили после этого тура. Мы старались никому не сообщать, где мы живем, даже друзьям. Особо не афишировали вообще какое-то свое физическое местоположение, проверяли даже телефоны. Потому что... Проверяли телефоны? Ну, проверяли телефоны, не следят ли за ними, не слушают. Потому что мы слышали истории, что как бы это вполне возможно. Так. В холодильник, правда, не складывали. Нет, до такого не доходило. До такого еще не доходило. Но можно в холодильник сложить телефон уже, и вроде как тогда сигнал теряется, и невозможно отследить твое местоположение. Но я не проверяла эту информацию, просто слышала об этом. Клетка Фарадея нужна. Холодильник — это естественная клетка Фарадея, на самом деле, так что... Ну, не знаю, вот меня просто эта ситуация как-то ударила, может быть, чуть-чуть сильнее, чем Колю, в том плане, что у меня были дикие проблемы со сном из-за тревожности. И я год, наверное, нормально не могла спать. Вот. Но в итоге как-то вот сейчас все стабилизировалось. Но многие это как приключение воспринимают, что это весело, прикольно, это же так по-панковски, это так классно. Это действительно, с одной стороны, так, но с другой стороны, есть еще вот такая оборотная сторона. Не, было весело, но стрёмно. Как вы относитесь к мнению, что да если бы не ФСБ, об iSpeak никогда столько народ не узнал? Это моя любимая. Ну, нормально относимся. Просто эти люди, скорее всего, узнали о нас, которые говорят так, скорее всего, действительно узнали о нас через вот этот вот ментатур. Но на самом деле это не так. Нас и так знали до этого. У нас совпала просто эта история с нашим таким органическим ростом на самом деле. Конечно, она нам помогла и дала такой своеобразный, ну, была своеобразным бустером, но такие комментарии оставляют или такие вещи говорят люди, либо которые просто пытаются как-то оправдать этот наш для них неожиданный успех, потому что они просто, именно они о нас до этого не знали. Есть, конечно, художники, люди, которые сидят и занимаются не менее каким-то интересным искусством, но у них по каким-то причинам не получается вдруг так вот, не знаю, как это назвать, выстрелить. Я бы не сказала, что мы выстрелили, потому что мы до этого 6 лет работали как просто без конца. Почему политическая сатира у вас появилась? Ну, потому что это весело и смешно, потому что это назрело. Политика всегда по-своему мне была как-то интересна в том плане, то, что она, мне кажется, не может быть неинтересна. Ты как-то краем уха всегда что-то слышишь и ловишь, и видишь, что происходит. По мере того, как ты взрослеешь, ты просто все ближе и ближе к этому становишься. То есть, когда ты еще маленький ребенок, это как на какой-то дистанции от тебя, какие-то разговоры там, про какие-то, не знаю, там, реформы, изменения, что-то там, какие-то ограничения, еще что-то. Но ты становишься старше, ты понимаешь, что это физически тебя касается. Это может быть физическое ограничение, там, например, твоей свободы, передвижения или еще что-то. И как ты можешь ничего не испытывать, никаких эмоций по этому поводу. А так как творчество для меня — это естественный какой-то выход любых моих переживаний и опыта, то просто в какой-то момент я как бы доросла, наверное, до этого. И подумала, что могу высказываться на эту тему тоже как-то. Особенно тебя расстроил новый срок Путина, да? Ну да, была такая история. И смерти больше нет после этого появилось? Да, припев «Смерти больше нет» я написала вот прям аккурат после того, как посмотрела запись его выступления. В золотых цепях я утопаю в болоте. Кровь моя чище чистых наркотиков. Вместе с другими тебя скрутят на площади, а я скручу свои новые жилплощади. Ну, меня просто захлестнула эмоция, потому что он говорил о том в этой записи, то, что нас ждут определенные сложности, которые мы, конечно, дружно вместе все преодолеем. И это какое-то такое хождение очередное по кругу для меня,
по ощущениям было какое-то чувство обреченности, того, что, в принципе... Ну, то есть не верилось мне, что ждут нас какие-то преодоления сложностей, какие-то необычные изменения вдруг, внезапно. И просто я написала, да, этот текст, именно текст. Что тебе не нравится? Стабильность же. Ну, какая стабильность? Стабильно не очень. Ну, мне не нравится, на самом деле, то, как устроено, скорее... Мне не нравится настроение в обществе, мне не нравится, что люди так злы по отношению друг к другу, то, что они друг другу не доверяют, то, что каждый как бы настолько за себя, что ли, что не готов кому-то помогать. Мне бы хотелось, чтобы просто люди были добрее, и это, мне кажется, воспитывается, может воспитаться только в условиях, когда ты понимаешь, что тебе нужно бороться за свое выживание. То, что когда тебя аппарат этот государственный как бы не давит, не говорит тебе постоянно, что твои желания, они ничего не значат. То, что ты можешь сколько угодно стараться, у тебя ничего не получится. Потому что люди же, особенно где-то на периферии, они, в принципе, не верят часто очень в то, что их какие-то усилия могут оправдаться и то, что они могут чего-то добиться. Им кажется, что они совершенно не нужны. Еще с детского совершенно возраста. Дети чувствуют себя ненужными своим родителям. Родители стали такими, потому что они видят, что у них ничего не получается, как бы они ни пытались, а иногда и пытаться уже не хочется. Как бы вот такие какие-то глобальные вещи меня не устраивают. А Путин здесь при чем? Он не может дать им условия, в которых они могли бы заняться своим развитием, своим образованием. Его не интересуют вообще такие вещи, как гендерная ситуация в стране, его не интересуют такие, мне кажется, вещи, как образование, как раз такие, что его нужно как-то реформировать, менять. Вообще не понимаю, что его интересует. Что тебе не нравится в образовании? Мне кажется, что, особенно сейчас, мне кажется, что оно как-то безнадежно устарело, честно говоря, подход такой. Я не понимаю, зачем люди сидят несколько лет в одном универе, непонятно, что делают. Я просто сменила 3 университета, и из каждого я взяла как бы лучшее, мне кажется, что я могла взять. И на определенном этапе каждый раз это было так, что как бы преподавательский состав, он не знает, что с тобой делать и что тебе он может дать. Но мне не нравится количество политических заключенных. Мне не нравятся, хоть и неуклюжие попытки цензурировать искусство, как художнику прежде всего. Мне не нравятся суды, естественно, в которых почти нет оправдательных приговоров. Естественно, несменяемость власти. Но мне кажется, что нельзя сказать, что вот сейчас мы сменим, придет какой-то другой человек к власти или другие вообще люди совершенно, все станет хорошо. Просто мне кажется, что только время изменит что-то здесь. Еще один вопрос по ментатуру хочется прояснить. Героиня того самого небольшого фильма Андрея Лошака — это арт-директор клуба воронежского. Да. Ну, она просто как львица билась там за вас. Да? Какова ее судьба? Дядя Жень, ты забудь, пока мы с Димой отвлекаем, вы начинаете концерт. Погнали. Насколько я знаю, с ней все хорошо. Мы, правда, последний раз давно общались через нашего турменеджера с ней. Она один из тех людей, благодаря которым этот тур вообще состоялся, и благодаря которым мы хотели его продолжить. То есть что фанаты, которые туда приходили послушать музыку, несмотря на то, что знали, что там будет весело не только в музыкальном плане, но и в юридическом. Мы просто это все видели и хотели дальше продолжать. И она была одним из организаторов, которые боролись до последнего. Просто у меня это прям восхищение вызвало. Да. Ты же понимаешь, да, одно дело биться так в Москве, где есть варианты продолжения карьеры, а другое дело в Воронеже. Да. То есть бесстрашных людей еще достаточно в России. Мне кажется, это просто люди, которые понимают, что происходит. А где предел? Когда сказать «стоп»? Они в какой-то момент говорят беспределу «стоп». И вот они очерчивают линию, все, дальше нельзя. И не пускают в свой клуб без ордера ментов, не разрешают закрывать вход и так далее и тому подобное. У кого-то эта линия гораздо дальше, не знаю, в их квартире, например. Но в квартиру же тоже могут прийти в какой-то момент. Допустим, Путин уходит. Против чего вы тогда будете бороться в своих песнях? Но мы же не политическая группа. Мы не боремся против Путина.
У нас есть несколько треков, которые затрагивают как-то наши отношения к ситуации в стране. Но у нас есть еще совершенно другие произведения, в которых мы говорим на совершенно другие темы. На табуированную там, тему смерти, например, или про ту же любовь, или там какие-то страдания, душевные переживания и так далее. Поэтому это вообще к нам неприменимо, мне кажется. Нам не нужно с чем-то конкретным бороться. Мы, в принципе, не из тех музыкальных коллективов, которым обязательно нужно быть против чего-то. Просто многие наши взгляды, они как-то с такими общепринятыми, установленными идут немножко вразрез, поэтому, может быть, мы кажемся такими очень провокационными и как радикальными по-своему. Но мы просто альтернативную точку зрения высказываем. И это нормально, мне кажется, просто естественно. Вы не раз делились грустью относительно того, как тяжело в регионах. И, в общем, знаменитейшая история про то, что вы чуть не распались после первого тура, поскольку в депрессию впали. Пример тоски, когда вы приезжали куда-то в недра Родины и прям совсем грустили. Вообще весь наш тур, он был достаточно печальным целиком. Во-первых, это была весна, по-моему. То есть это самый такой неудачный период в России природный, когда природа проходит через такое изменение и становится так, вся земля становится такой непонятной грязной жижей, и люди все такие чихающие, кашляющие и недовольные жизнью. Погода достаточно мрачная все время. И вот ты выбираешься, в принципе, по регионам впервые из Москвы, где, в принципе, это все более-менее окей, и смотришь, как вообще-то на самом деле живут люди. А живут они в сырых с плесенью квартирах, жарят коноплю на сковородке, как развлечение. Пытаются делать вообще что-то при полном отсутствии, не знаю, нормального образования, условий и перспектив. Но это грустно. А иногда встречаешь вообще просто таких фантастически классных, удивительных людей, которые горят какой-то идеей, просто излучают свет, а вокруг вот это вот все. И они там бьются 25-й раз, что-то придумывают и делают, и как-то не встречают понимания в своей среде. Вот это расстроило. Настя рассказывала про то, как ей регулярно прилетают от тех, с кем она училась или росла, просто не текст, а про то, какой же ужас ты делаешь сейчас. У тебя такая есть история? Мне написал чувак с фамилией Костылев, что я позорю фамилию Костылев. Вот на этом все закончилось. Ты не стал расспрашивать, почему? Нет, но было приятно, что нашел однофамильца. Тяжело без этого жилось, да? В разлуке? Ну да, помимо семьи, конечно. Но еще одного члена семьи почти что нашел. У меня только мама. С ней я в хороших отношениях. Она меня поддерживает, в принципе, во всем, что я делаю. Может дать какие-то комментарии. Не то чтобы у нас очень прям такие тесные, близкие отношения, когда мы все обсуждаем, но, не знаю, нормальные семейные отношения. Внешний вид она принимает? Да, да. Но она артистка сама, как бы яркая женщина. Она, конечно, не одевается, как я, все черное, не красит губы черной помадой, но, тем не менее, она тоже не незаметный человек на улице. Поэтому, мне кажется, как раз-таки ей это вообще все как-то так понятно. Никаких вопросов у нее не возникает. Мама, в принципе, никогда не говорила мне, что мне делать, как мне быть, чем мне быть, кем мне быть. Она меня полностью всегда предоставляла самой себе, а сама занималась собой и своими делами. И я считаю, что это вообще супер, наверное, мне повезло, потому что это помогло мне достаточно рано понять, чем я хочу заниматься, что я хочу делать, и никто мне ничего не навязывал. И не говорил, что нет, ты вот пойдешь учиться туда, или правильно думать там об этом, а не об этом, там, например, о семье, а не об искусстве. Такого вообще никогда не было. За это я вот ей очень благодарна. Но в то же время я с ней могу что угодно, в принципе, обсудить, каким-то конкретным вопросом прийти и поговорить там, что ты на этот счет думаешь. Расскажи о родителях. Они у меня замечательные. Я жил с мамой
Всю жизнь с отцом я жил до 4 лет, поэтому его не помню почти. Мама работала в музыкальном училище, с отцом познакомился в консерватории. Ну, он меня поддерживает во всем, что я делаю. Это прикольно. И в какой-то момент она не мешала просто, а сейчас она поддерживает, ей нравится. Объясни чуть более по-бытовому, что такое не мешало. Ну, то есть у меня всегда была амбиция. Она эту амбицию старалась не задевать и не сбивать. И, ну, например, я хотел гитару, она покупала мне гитару. Я на этой гитаре играл. Или я хотел идти учиться играть на клавишах. Она меня туда записывала. Ну вот, в принципе, этого достаточно вполне, чтобы не мешать. Я думаю, ей было довольно стрёмно читать новости, когда нас задерживали во время нашего ментатура. Я старался ей звонить первым и рассказывать то, что да, нас задержали, все хорошо, мы в отделении за то, что пишем музыку. Но она, в общем, спокойна после этого была более-менее. Но в целом, я думаю, ей было страшно, да. Моя мама часто говорит: Юрасик, ну не высовывайся, если можешь. Тебе так говорят? Кстати, нет. У меня мама даже расстраивается, если мы отказываемся от какого-то политического события, высказывания, например, не идем выступать куда-то, или чаще расстраивается, потому что у нее активная гражданская позиция, как и у меня, но я прежде всего художник, и поэтому я делаю то, что я вижу в рамках проекта. А она как бы иногда такая: ну, сходите, надо поддержать. И, видимо, она сама была на митинге за свободные выборы. Да. Воздух вокруг каждым годом душней. Я не хочу убивать людей. Без приглашения заходит в мой дом. Новое слово и новый закон. Без приглашения заходит в мой дом новое слово и новый закон. Ну, это прям про поправки. Это, в принципе, про то, что происходит у нас как бы в государстве часто, когда какие-то законопроекты принимаются без участия граждан и вовсе не для того, чтобы способствовать какой-то благополучной жизни людей, а скорее наоборот, чтобы ее регулировать насильственным образом и как-то больше ограничивать. То есть тебя никто не спрашивает, за тебя все решают, как бы ты просто «здравствуйте», как бы говоришь тому, кто к тебе в дом приходит. Что с этим можно делать? Ну, наверное, нужно выражать все-таки, несмотря на это ощущение того, что ты ничего не стоишь, ничего не можешь сделать, все-таки нужно начинать с того, чтобы в себе культивировать эту возможность говорить вслух о вещах, которые тебя волнуют, и стараться не бояться. Ну, то есть тренировать себя как-то, отвечать и говорить «нет», говорить, что тебя волнует, и как-то именно обсуждать это с другими людьми. Мне кажется, вся проблема в том, что боятся даже не только там выйти куда-то, не знаю, на пикет или на демонстрацию, еще что-то, если уж брать такие вот как бы радикальные, хотя это никакие не радикальные меры. Но иногда людям кажется, что даже обсудить это, не надо это обсуждать. Зачем об этом говорить? Это, во-первых, ленивый подход, потому что, просто не хочется лишний раз напрягаться. Во-вторых, наверное, это какой-то груз советского прошлого, в котором все-таки не принято было публично вообще что-то политическое обсуждать, только на кухне, там, и то только с очень-очень какими-то людьми, которым ты по-настоящему доверяешь. Юрий будет дуть будет Юрий. Насколько вы свободно себя чувствуете финансово? Свободно. Чтобы что? Просто свободно. Ну, то есть мы можем снимать клипы, которые нам нравятся. Это, кстати, самое главное на самом деле. Мы не ограничиваемся бюджетом. У нас на последних 2 клипах нету бюджета. То есть мы хотим сделать это, и вот не важно, сколько это будет стоить. Они сколько оба стоили? Но они оба дорогие, больше ляма. Больше 1 000 000 рублей каждый. И вы это берете сами, ни у лейбла, ни у кого-то Нет, еще? у нас нет лейбла. Ага. Мы И там нет интеграции? Нет, там нет интеграции. Это все деньги с концертов, с прослушиваний. Смотри, сейчас никаких выступлений нет, и, видимо, их не будет до следующего года. Да. То, что капает со стриминга, позволяет жить, не думая о деньгах? Да.
Дело в том, что нас слушают довольно много за рубежом, и это сильно сказывается на количестве денег, которые нам капают на самом деле. Я правильно понимаю, что американский слушатель, одно прослушивание в Штатах, оно в несколько раз дороже прослушивания в России? Да. А во сколько, ты не знаешь? 4, 8? Я не силен в этих всех цифрах, я просто знаю, что там есть прям порядки. Мне кажется, это не очень честно вообще. Это экономически оправдано, но, с другой стороны, это очень странно, потому что я бы хотел, чтобы российский слушатель был также не только душе дорог, но и финансово. То есть мне было бы приятно, если бы это было так, но это не так. Прям такой пик капитализма. Типа прям вот уже настолько... Сегрегация экономическая. Да, прям настолько, что уже прям даже не очень приятно это все. Но с другой стороны, это хорошо, что у нас вот есть зарубежные слушатели. Я заливаю глаза керосином. Пусть все горит, пусть все горит. На меня смотрит вся Россия. Пусть все горит, пусть все горит. Я заливаю глаза керосином. Пусть все горит, пусть все горит. На меня смотрит вся Россия. Пусть все горит, пусть все горит. Никита Михалков сказал, что бюджет этого клипа от 30 до 50 тысяч долларов. Да, я очень смеялся. Но нам приятно было, что Никита Сергеевич оценил по достоинству наше творение и сказал, что это даже качественно. Талантливый режиссер видит талант издалека. Тонко. А сколько в действительности это стоило? 250 тысяч рублей. Ну, это довольно немного для подобного клипа. Я иду по городу в черном худи. Тут обычно холодно, злые люди. Впереди меня ничего не ждет. Знаешь, на тебя ты меня найдешь. У нас изначально должен был быть такой баланс, что и звук, и картинка — это очень две важные части одного целого. Это аудиовизуальный Опыт, ощущения. опыт, да, это аудиовизуальный опыт. Вы же сами режиссеры клипов? Да, мы Вы сами... монтируете? Мы вместе пишем сценарий, мы вместе режиссируем, Коля монтирует это все, я перед этим делаю всю раскадровку. Но, естественно, мы все этапы, которые мы делаем, мы все, естественно, обсуждаем. Не так, что кто-то кому-то сказал, что как сделать. Но потом я еще занимаюсь тем, что именно стилизую, как бы придумываю как-то наши костюмы, макияж, но тоже мы это все с Колей вместе обсуждаем. И дальше, да, еще крашу. То есть ты цветокор на этом компе делаешь, да? Ну, изначально я делала не на этом компе цветкор, но сейчас мы делаем цветкор вместе с нашим оператором. То есть я делаю референсы по кадрам, он уже это воплощает. Вот мне нравится Параджанов, например. Он это режиссер из Грузии, советский. Он занимался видеоартом. Но при этом это на грани кинематографа, арта, то есть это видеоарт. Childish Gambino, This is America. Это современное искусство? Да, конечно. Childish Gambino крутой, в принципе, Дональд Гловер крутой актер, и у него еще до этого были классные проекты. У него есть классный сериал, забыл, как называется. Атланта. Yes. У него есть роли тоже прикольные в «Комьюнити» в сериале. Вот мне вообще нравится этот сериал, на самом деле. Мне нравятся сценаристы. Мне нравится Дэн Хармон, один из сценаристов. Он же делает «Рика и Морти», например, сейчас. Типа он создатель, и там есть еще один чувак, Джастин Ройланд, они вместе делают. Ну, там, в принципе, большая команда, но они как бы костяк. Вот, и он как раз писал «Комьюнити» тоже. Ну, вот мне нравится райтинг. И Дональд Гловер как бы там стартовал свою карьеру в этом сериале. Юрий будет дуть, будет Юрий. Я так понимаю, что у нас сейчас исторический выпуск, в смысле картинки, исходя из того, как органично выгляжу я и как выглядят герои. Жаль, что ты не в тельняшке. Нет проблем, что я что-то Не по дресс-коду. легкомысленно одет сейчас? Не, отлично. Мне кажется, тебе нужно забраться вот на карты, на пенек, и будет красиво вообще, все естественно и натурально. Вот этот образ, это действительно то, как вы чувствуете мир, реальность? Или это просто выбранный сценический костюм, который вы эксплуатируете просто потому, что это заходит людям? По-честному. Я могу за себя сказать, мне нравится одеваться вот так. Мне нравится выглядеть вот так. То есть на вечерину с друзьями на пиван ты пойдешь так же, в этих кирзачах и в этой рубахе? В целом, да. В
целом, да. Я могу за себя опять-таки сказать, что у меня как раз большая проблема заключается в том, что я не вижу этой разницы, где я на сцене, а где я в реальной жизни. И в этом сложность, потому что, грубо говоря, уходя из кадра или со сцены, я остаюсь совершенно практически тем же человеком, и это бывает сложно в эмоциональном там плане, в плане депрессивных каких-то расстройств и так далее. Если я что-то, может быть, и как-то поэтически или художественным образом приукрашаю, то это как бы минимально. То есть, если бы в другой ситуации, например, я пригласил бы тебя на свидание, ты пришла бы так же? Да. Ну, может быть, я была не с черными губами, там, а с красными. Извиняюсь. В зависимости от того, насколько ты мне нравишься. Ты говорила, что многое черпаешь для творчества из русского фольклора, и в том числе сказки русские. Ну да. Я из страшной русской сказки, все равно откуда ты. Не боюсь дневного света, здесь и так хватает мглы. И многое ты говорила из архетипов, которые в этих сказках, казалось бы, древних, заложены, по-прежнему живы и актуальны. Да. Какие, например? В принципе, какая-то гендерная модель отношений, по которой мы все еще следуем. Что И мужик какие-то главный? установки. Не то, что он главный, а то, что он завоеватель, то, что он добытчик. Но, в принципе, конечно, в каждой сказке все крутится вокруг мужчины, и женщина, как правило, наделена чередой каких-то страданий, но исключительно то, чтобы в итоге встретить этого мужчину. Собственно, других вариантов я не встречала. То есть и роль женская, как правило, достаточно пассивная. Все равно. Она либо ждет и страдает, либо она предпринимает какие-то действия, ну, тоже проходя ряд каких-то таких испытаний, чтобы помочь своему возлюбленному, чтобы он мог как бы ее настичь и обеспечить ей в будущем какую-то сказочную жизнь. Нет, на самом деле персонажи эти сказочные, женские, если о них говорить, они бывают очень сильными, интересными, властными даже. Как бы они все равно существуют в этой модели такого патриархального уклада. Либо они представляют какую-то ценность своей внешностью, либо они какой-то приз в придачу с землей. Ну, то есть, как бы, о чем тут еще говорить? В других культурах разве не так? Да, в очень многих культурах именно так. В европейской культуре. Да. Я не настолько хорошо, как бы, глубоко знаю фольклор мировой, там, какую-то историю мифа, но, как правило, женщина, она помощник мужчины. Тебя это не устраивает? Мне интересно просто немного другая действительно роль. Мне нравится руководящая позиция, скажем так, но в то же время я не исключаю того, что она может быть и у мужчины. Просто мне кажется, что в зависимости от того, какими качествами ты обладаешь, так и должны распределяться роли. А не просто потому, что тебе сказали, что раз твой гендер такой, то ты ведешь себя так. Ты можешь быть, не знаю, мягким, робким, способным на какие-то очень типичные для женщины эмоции, и спокойно с этим жить, и не чувствовать за это вину, и себя ломать, и пытаться из себя изображать какого-то мускулинного, безумного там завоевателя, и в итоге, как бы, не знаю, просто свою сущность как-то искажать настолько, что уже в итоге можно лишить себя возможности, в принципе, испытывать настоящие эмоции какие-то. То есть, проще говоря, если женщине прикольно быть женственной, нежной, слабой, и при этом быть помощницей мужчины, и всех это устраивает в паре, это совершенно нормально. Если это ее выбор, конечно. Она хочет, так окей. А если она не хочет, это ее не устраивает. Просто, опять-таки, мы существуем в определенной модели, в которой женщинам, которые хотят исполнять какие-то другие роли социальные, им сложнее доказать то, что у них есть на это право. Даже если объективно у них есть все для этого качества и скиллы, то не всегда тебя, в принципе, воспринимают всерьез, потому что, вот твой гендер, он говорит как бы сам за себя. Ты приходишь, и все видят, что ты женщина. И тебе нужно доказать, что ты не просто женщина, но ты еще, как бы способна наравне с мужчиной что-то делать. А мужчине, который приходит с тобой рядом, там этого доказывать не нужно, ему проще просто.
Хочется жить в обществе, в котором нет этого момента, то, что тебе нужно дополнительный шаг, дополнительные усилия прикладывать. Если взять даже какой-то период там формирования, то есть когда я закончила лицей по направлению информационных технологий и поступила на факультет кибернетики, соответственно, я в очередной раз была одной из немногих девочек в группе, и совершенно классные, адекватные преподаватели, которые, когда видели таланты, им было совершенно все равно на твой гендер. Но были и такие старые закалки, как правило, это были такие мужчины в возрасте, которые постоянно подшучивали над тобой, говорили то, что ты можешь расслабиться и этим не заниматься, потому что ты все равно будешь в какой-нибудь всего лишь административной должности, или тебе достаточно классно одеться на экзамен, чтобы получить оценку. То есть куча таких моментов неприятных. И это может со стороны кому-то казаться смешным или несерьезным, но ведь это создает определенный либо барьер и лишает даже иногда желания что-то делать в сторону развития в какой-то профессии, либо это тебя очень расслабляет, наоборот. Ты думаешь, я действительно девочка, я одену короткую юбку, я приду, и ты начинаешь играть по этим правилам, улыбаться, жеманничать, еще что-нибудь, и это тоже, мне кажется, не окей, потому что это препятствует твоему развитию просто. Ты находишь какой-то другой хитрый способ, который тоже работает, но при этом ты не развиваешься как личность, ты стоишь на месте. Считаю, что это совершенно необходимое движение. Оно логичное, закономерное, и хорошо, что вот эти волны феминизма, которые уже давно прошли по миру, наконец-то докатываются до России, начинают. То есть я считаю, что это необходимо. В России наконец-то начинают происходить положительные процессы в этом плане, но в целом, конечно, и права женщин ущемляются. И, естественно, от этого движения, от феминизма станет лучше на самом деле всем, а не только женщинам. Патриархат — это не только ущемление прав женщин, это, в принципе, идеология, которая просто устарела. То есть это не просто про то, что мужчины ущемляют права женщин. Например, мне тоже не очень уютно в патриархате жить, в патриархальном обществе. Я, например, хочу спокойно носить макияж на улице. Я хочу красить ногти. Может быть, я в юбках хочу ходить и целовать парней на улице. Но при этом в Москве это не очень возможно. Многие в России боятся темы феминизма, потому что много феминисток, они довольно радикальны в своих суждениях, и реакция у людей так, не моя тема. Я на таком градусе общаться либо не умею, либо не хочу. Кто-то вообще думает, все, сумасшедший. Посоветую 1, 2, 3 феминисток, на которых прикольно было бы подписаться, чтобы этот фокус наводить и, в общем, каким-то образом входить в тему плавнее. Во-первых, я хочу в оправдание радикальности сказать немного, то, что это, мне кажется, нормальная первая реакция такого противодействия агрессивного, когда ты уже настолько устал от сексизма и какого-то давления, что тебе хочется дать отпор. Это какая-то естественная злость, может быть, поэтому ты так себя ведешь. Да, это, может быть, отталкивает людей, но со временем у многих это трансформируется в какое-то более мирное русло, и люди понимают, что нужно вести какой-то более взвешенный диалог. Не просто кричать то, что нет, вы все плохие. Так кто? Кого полезно слушать, чтобы люди, которые сейчас эту тему вообще не интересуются, не принимают, они могли бы все-таки как-то в нее войти? Мне кажется, что очень крутую штуку на самом деле сейчас делает как раз Таня, нежный редактор со своей программой «Подруги», в которой они очень мягко, понятно, доступно, под таким даже каким-то веселым соусом подают совершенно разные темы, в том числе освещают феминизм и обсуждают это. По поводу того, что патриархат нужно уничтожить, это я согласна. Но по поводу того, что мужчин вообще не должно существовать, нет, я не знаю, кто так говорит, я не знаю. Я не знаю этих людей. Я не знаю этих людей. Это таких просто... нет. Мне кажется, что это миф какой-то, который рожден хейтерами, которые слышат слово феминизм. Это фейк-ньюс. Это фейк-ньюс. Это неправда. Да. Нет, и вообще мужчины супер. Мне кажется, что из таких именно каких-то полуразвлекательных шоу, которые легко могут войти в вашу жизнь, это одна из самых классных сейчас программ. Танечка, еще один тебе привет от нас.
Вы живете вместе, но при этом вы кто друг другу? Мы самые близкие люди друг другу во всех смыслах. Вы кореша. Мы группа. Корешихи. Мы группа, и из этого исходит все остальное. Сколько лет вы друг друга знаете? Мне кажется, мы всю жизнь друг друга знаем. С детства. Вы росли рядышком. Мы вместе выросли, да. В тех, кем мы сейчас являемся. Нам нравится, что люди не знают, кто мы друг другу. Да И нет, это мы действительно прикольно. друг друга очень давно знаем, и как будто всю жизнь, и мы вместе росли, развивались, и, в принципе... Просто я, когда наводил справки в разных местах, мне говорили, что вы держите образ таинственности, но при этом мне говорили, что вы точно не парень и девушка. Отлично. Может быть, а может быть, нет. Сейчас мы должны поцеловаться. Тут термин «старородки» я узнал недавно. Да, я читала про это тоже. Что думаешь? Ну, Готовишься быть старородкой? я-то точно буду старородкой уже, если буду рожать. Но, во-первых, я не планирую в ближайшее время, да и вообще не планирую на самом деле. Но мне кажется, что это какой-то... мне это просто смешно. Я понимаю, что кого-то это может быть, оскорбить. А с другой стороны, это как-то может быть и прикольно, если ты старородка. Потому что очень много разговоров про то, что нужно рожать до определенного возраста, то, что это очень сложно родить после определенного возраста. И вроде ты как бы родил, и все классно. А с другой стороны, это опять говорит о том, что вот женщина, она человек, даже не человек, а она для чего-то пригодна только до определенного момента, а дальше как бы и тут уже ее главная функция, она уже не способна ее выполнить. Тогда для чего она вообще нужна? Получается, что не для чего, что ли? На мой взгляд, совершенно возмутительно, что там говорится. Меня, правда, больше возмутила история про то, что надо готовить женщин к материнству сразу, а карьера и учеба пох. Вот это как бы для меня возмутительно. Но ты же признаешь, что в чудовищную оболочку вложен вполне медицинский факт, что есть возраст, когда рожать проще. Ну да, это так, хотя как бы наука не стоит на месте, и куча способов сейчас продлить этот возраст. Поэтому все не так страшно на самом деле. Да и потом, что тут важнее, оставить свой какой-то генетический след или все-таки воспитывать какое-то новое поколение? Потому что есть дети, которым, может быть, нужна материнская, отцовская забота, и они не обязательно должны быть тобою рождены и воспроизведены на свет. Поэтому я вообще не очень понимаю этого дискурса, что ли. Если ты будешь создавать семью, то ты будешь думать о приемном ребенке. Я уже очень много лет думаю, я думаю о том, что если бы я создавала семью, то, наверное, я бы скорее не рожала. Я рожать лично не хочу. Страшно? Я даже хочешь тратить время? Не могу это так прям объяснить, может быть, рационально, но у меня нет такого желания, у меня прям нет этой потребности. Я не чувствую желания рожать ребенка, но при этом мысль о том, что я могу кому-то дать свою заботу, кому-то помочь, воспитать кого-то, она меня никак не отпугивает, наоборот, в принципе, привлекает. Просто я не думаю, что я еще уже готова к созданию семьи, и на самом деле не знаю, буду ли когда-нибудь готова, но, может быть, со временем это придет. Какие-то еще архетипы есть, кроме этого? Вот есть в сказках? Есть что-то, что объясняет, почему мы такие? Есть архетип какого-то зла великого, которому нужно противостоять и с которым нужно бороться. В принципе, сказка построена, любая на этом противостоянии добра и зла. Но это тоже какие-то такие очень устаревшие концепты, потому что, мне кажется, сейчас, когда об этом думаешь, вообще, что такое добро и что такое зло. Это не черно-белый какой-то мир, и, естественно, здесь есть совершенно разные градации этих оттенков, и каждый для себя сам это определяет. А в сказке все достаточно топорно и понятно. Вот это вот плохое, вот это вот хорошее. Это то, что меняется. Но для некоторых людей, тем не менее, все равно все еще так устроена модель мира. Там враги? Есть люди плохие, есть люди хорошие. А люди, они на самом деле и плохие, и хорошие одновременно. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Скриллекс играет грустную суку. Ты
Как ты об этом узнала? Видела в директе сообщения. Я всегда так узнаю, что кто-то что-то играет, потому что люди начинают засыпать тебя сообщениями. Вы видели, что ваш трек исполняет там кто-нибудь где-нибудь или слушает в сторис? На самом деле он делал ремикс, и он с нами это обсуждал, и он писал нам просто, что ему очень понравился трек, и вот он будет его исполнять. И как бы мы дали добро на это. Но он, конечно, мировая звезда дабстепа. Мы вместе, где создается музло. Здесь просто из ничего появляется что-то, что потом Skrillex у себя ставит на сетах, например. Ну, на самом деле, вот это вот все, что вы видите вокруг, не нужно. Достаточно компьютера и наушников, и я довольно часто так и делаю. Просто когда мне становится скучно, я начинаю юзать какие-то сторонние вещи. Понтоваться немножечко. Ну, нет. Добавлять лоск. Скорее, чтобы мне было весело. Просто мне становится скучно работать мышкой, я хочу что-то потрогать, покрутить. На самом деле, большая часть работы происходит вот так. Просто сидишь и работаешь мышкой. И здесь можно записывать, можно редактировать, ну, все как везде. Что это за прога? Это Ableton. Смотри, а давай немножко экскурсию по предметам. Я до съемки вот потрогал это, и я, честно говоря, очень редко такие тактильные эмоции испытываю. То есть есть кое-что, что мне также нравится трогать. Это очень клево. Предметы я такие давно не встречал. Что это? Это, короче, клавиши, и они работают так, что здесь нету нотной шкалы. Ну, это, грубо говоря, это нано-клавиши, да? Ну, по сути, Уменьшенные. да. По сути, да. Здесь просто можно делать очень много чего. То есть ты не просто нажимаешь, это полотно бесконечное, на котором ты можешь делать какие-то совершенно разные вещи. Ну, ты не против, если ты будешь рассказывать, я буду иногда поглаживать? Да, ты поглаживай, замурчит скоро. Так, это? Это Akai, я его юзаю для лайва в основном, он здесь стоит просто потому, что красиво. Штука для того, чтобы запускать сэмплы. Ну, то есть я из-за того, что я пишу всю музыку сам и играю всю музыку сам, я не могу, к сожалению, одновременно играть на всех инструментах. Поэтому некоторые инструменты уже записаны, партии, и я партии включаю отдельно. Например, у меня отдельно здесь там драмсы, хотя драмсы я часто играю вживую. То есть этот кусок пластмассы ты с собой возишь на концерты? И там Да, играешь? да. Слушай, а фирма Akai еще есть? Да, конечно. Для меня Akai — это видеомагнитофоны и телеки, которые Спартак рекламировал в конце 90-х. Нет, Akai производит очень много музыкальной техники, и, в принципе, у них такая большая линейка всякого дерьма. Что вот это такое? Вот этот вот синт сверху — это модуль, несобранный модульный синт. Ну, то есть здесь... Это синтезатор? Да, это синтезатор шумовой. Но в целом вот эта штука уже сама по себе может работать, но ее нужно собирать дальше, чтобы это все было прикольней. А вот это вот снизу, это интереснее, это аналоговый синтезатор. Их делает чувак, мой друг из Японии, он русский. Он сам как бы вот запустил эту компанию, и сейчас на этих синтезаторах играют просто все от Aphex Twin до композитора «Звездных войн». В честь одного из его синтов назвали планету на последних «Звездных войнах» в фильме. Из электронной музыки мне нравится много из раннего индастриала. Мне нравится Trapping Crystal, Psychic TV. Мне кажется, что сейчас весь хип-хоп и вообще все музыкальные жанры, они на самом деле электронные. Из последнего электронного продакшена именно мне очень понравилось, как сделан альбом Билли Айлиш. Он очень-очень педантичный и тонкий, и знающий, как работать с тишиной продакшн. Я это, конечно, очень ценю всегда. Работать с тишиной? Да. Ну, то есть, мне кажется, что работать с тишиной — это сложнее, чем работать с субстанцией с какой-то, да, работать с пустотой. Вот ты когда пишешь музло, бывает ли ты, что понимаешь, что бит может быть хитовым? Да. Как ты это понимаешь? Просто это ощущение. Ну, то есть, бывает ощущение, причем... Ты понимаешь, это зайдет? Да, причем может не зайти в итоге. Ты когда писал «Грустную суку», понимал, что это зайдет? Или «Смерти больше нет»? Что это станет очень популярным? Нет, вот со «Смерти больше нет» такого не было. С «Грустной сукой» было, да.
Ну, тут еще дело в том, что я не пишу треки полностью сам. Настя же записывает вокал, соответственно, поэтому очень многое зависит от нее. А она работает обычно после того, как я уже написал кусок, поэтому обычно я понимаю о том, будет ли работать после того, как Настя уже записывает свою часть. Ну, то есть, да, мне кусок, если нравится, то да. То есть, смотри, если бы мы сейчас сделали трек не в демо-режиме, а вот в режиме того, что вы действительно что-то планируете с ним делать, ты бы сейчас этот шмат взял и отправлял бы Насте. Да, я бы сделал из этого какой-то кусок законченный, более-менее, и отправил бы это Насте. Сколько бит делается? Плак-плак, например, сколько вы делал? Трек сам, да. Ну, именно музыкальную подложку. Да, дня 3-4. Марш. Марш очень быстро. За день. За день. Да. То есть ты сделал, отправляешь Насте, и Настя уже накидывает на это текст. Да, ну и потом, соответственно, после того, как есть текст, музыка тоже часто меняется. Ага. Ты ее чуть корректируешь и... Да, иногда не чуть-чуть, иногда кардинально. Иногда я просто переделываю полностью музыку, и такое тоже бывает. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. У нас в Бразилии был один концерт, это было довольно давно. Но там было классно. Это был Сан-Паулу, мы провели там 2 недели. Когда приезжаешь в страну, прежде всего запоминаются люди обычно. В Бразилии я запомнил, что почти 24/7 меня кто-то обнимал, я кого-то обнимал и целовал. Не в каком-то эротическом смысле, а просто у них так принято. У них принято обниматься, целоваться, трогать друг друга. Очень тактильная нация. Сколько народу собралось в Сан-Паулу? Мне кажется, человек 500 было. 500 человек пришли на iSpeak. Да. Но это в основном русскоязычная аудитория. Там вообще почти не было русскоязычной аудитории. Вау. А как технически это возможно? То, что вы, Бразилия, еще и один концерт. Как это получилось? Просто нас привез один организатор, который захотел очень сделать этот концерт. Он американец, он русский, он бразилец. Он бразилец. У нас был тур по штатам, у нас было много туров по Европе, мы заезжали еще в Мексику. Тур в Китай? Да. Там были местные или были наши? Где-то местные, где-то наши. Но там, кстати, довольно много русских приходило. Там в целом довольно большая русская диаспора сейчас растет в Китае. У вас был клип, который вы снимали в Бразилии и удалили с канала, кстати. Мы не удалили его, мы его скрыли. Почему скрыли? Потому что он визуально, по своему визуальному языку очень сильно отличается от того, что мы делаем сейчас. И он, просто не соотносится. Иногда ты смотришь на свои старые работы и думаешь, что они идейно очень интересные, и это высказывание, которое мы хотели сделать в этот момент, но качество страдает сильно. И хочется немножко неловко за это. И хочется это скрыть с глаз. Качество или образ другой? Нет, качество именно. Не очень. Мы только начинали, мы только пробовали наши возможности. И у нас просто не очень получилось. На тот момент это было для нас здорово. Но по сравнению с тем, какие мы сейчас видосы снимаем, это не очень. Поэтому у нас не только этот клип мы скрыли, у нас еще порядка 4 разных видео, где мы изучали разные тоже пластику, тела и так далее. Мы все это скрыли. Почему пацаны там целуются? Мы его сняли как раз, когда в стране вышел закон о пропаганде гомосексуализма. Это был наш средний палец этому закону. Мы как раз поехали в Бразилию и просто сняли, насколько красиво может быть любое проявление любви. И в целом, мне кажется, у нас получилось, просто мы сняли это не очень хорошо. Но ребята офигенные, мы с ними до сих пор общаемся и хотим очень в Бразилию, на самом деле, обратно, только сейчас нельзя. Это квир-комьюнити, это чуваки, которые ходили на наш концерт. Мы хотели вообще изначально этот клип снять в России, но так как было не очень понятно, как будут применять этот закон, мы подумали, что мы можем каких-то людей подвергнуть, может быть, какому-то риску. Да, так как мы как раз ехали в тур в Бразилию, мы рассказали об этой идее ребятам, которые нас привозили, и они сказали: да, супер, давайте все это здесь сделаем. И мы, в общем, там на месте
как-то все закрутилось, завертелось, и мы сняли вот это вот видео. Это было очень весело и очень крутая атмосфера. Очень мне понравились ребята, с которыми мы работали. Менталитет, который на самом деле очень близок к нашему. Это как оказаться в России, в которой тепло, и все такие не сдерживают внутрь свои эмоции, а наоборот открывают наружу. После водки, как у нас все напьются, начинают друг друга обнимать, вот там это нормальная история. А там вместо водки солнышко. Да, так все просто. Не хочется, на самом деле, тоже какие-то штампы, лейблы на себя ставить, но принадлежу к квир-комьюнити, то я считала, что этот закон по-своему касается не только моих друзей каких-то, но и меня лично тоже. Коля как бы тоже разделяет эти мои взгляды. Квир-комьюнити, ты бисексуальна? Я люблю людей разных. Ну, потому что можно тут бесконечно вдаваться сейчас в разные варианты гендеров, и кого я люблю, и кто мне нравится, но я просто пришла к выводу, что мне нравятся люди, вне зависимости от их пола, расы и того, как они сами себя идентифицируют. При этом сексуальное у тебя влечение и к парням, и девушкам? Да, мое сексуальное влечение может быть адресовано кому угодно. Самое необычное знакомство, которое у вас произошло на почве вашей известности? Назову, вот недавно мы познакомились с Пабло Виттар, это латиноамериканская звезда, и ей, оказывается, нравится наша музыка, что было странно, и мы, может быть, даже вместе что-нибудь сделаем. Это квир-звезда? Да, да. Вы тусите с квир-сообществом, вы снимаете клипы в их поддержку. Какое ты отношение имеешь к квир-тусовке? Квир-тусовка, она не всегда про гендер, не всегда про сексуальность. Она чаще всего про мировосприятие. И я себя считаю частью квир-тусовки в этом плане. Сексуальная ориентация — это в принципе шкала. И не бывает полностью гетеросексуальных людей и полностью там, гомосексуальных, например. Настя честно ответила, она сказала, что она бисексуальна. Да. Ты? Мне кажется, что я больше гетеросексуален. Ты же ходишь с макияжем по улице? Да, да. Тебе нравится или потому что это такая часть образа, которую вы с Настей придумали? Нет, мне нравится. Это такая маска, которую ты можешь менять, которую, если тебе надо, можешь снять и, не знаю, там, спуститься в метро спокойно или поехать на рынок. Хотя так тоже бывает весело. И что, как на рынке реагируют? Да нормально, на самом деле, все реагируют. Просто есть, опять же, какие-то редкие радикальные подсыки, которым доставляет это особенный дискомфорт. Я поразглядывал мужской маникюр. Да. Пальчики Асапа Роки и всех остальных, ноготки. По-моему, это просто офигенно. Да, да, это классно, это прикольно. Ты практикуешь? Да, да, маникюр пробовал несколько раз делать, но я пока что в начале этого пути. Мне еще предстоит записаться на ноготочки. Блин, крутяк. Пацаны, а мы пойдем? Я делал на свадьбе. Да, блин, маникюр не в смысле, чтобы тебе сделали, а красить ногти. На свадьбу он делал. Какой покрасить? Не, ну, во-первых, как бы у них у всех есть американский флаг, я у многих видел. Я как бы к своей любви к триколору, я с удовольствием бы нанес флаг, блин, черепухи, все остальные. Это же вообще крутяк, целый простор. Представляешь этих байкеров, как их там, волки? Ночные, да. Представляешь этих байкеров, ночные волки с макияжем, с волками, с триколором, типа, вот это вообще классно. Да, а еще какой простор вот для этого пальца. Да, то есть вот сюда можно что-то наносить в зависимости от ситуации. И это ну просто супер. Да, сердечки, например. Например, сердечки, да. Так что мы записываемся на ноготочки, так? Мальчики, записываемся на ноготочки. Сереги, а вы? Серег? Погнали. Нет, рано или готов? Сюда. Ну, можно начать со среднего. Готов. Серег? Не готов? Нет. Окей, 3-1. Там, где сердечки и черепушки, там и страдники как бы. Одобряешь? Конечно. Почему нет? Как ты думаешь? Я вообще супер положительно отношусь к мужскому макияжу, любому украшательству себя, потому что
Это же просто способ твоего какого-то самовыражения, как одежда, как прическа, как усы, как, ну, типично такие какие-то мужские вещи. Вообще, в принципе, исторически традиция макияжа, она как бы была, и мужского тоже всегда. Да? Ну, какая-нибудь Франция, еще что-то, когда ты... Пудрился, Да, вот эти все штуки делал, и как бы это считалось красивым, и это действительно было красиво, это и сейчас красиво. И если ты хочешь, это не значит, что каждый должен обязательно краситься. Если ты хочешь как накраситься, ты не должен чувствовать никакого препятствия того, что общество тебя будет осуждать. Что ты накрасишь ногти, и все там будут тебя обзывать или еще что-нибудь, хихикать за спиной. Серег, вот мы у себя на районах это и проверим. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Ребят, куда вы меня привели? Это кладбище домашних животных. Очень много милых надгробий, котиков, собачек. Мне кажется, это действительно довольно мило все. И не очень грустно, на самом деле. Не очень грустно. Да. Мне кажется, грустно, когда про домашних животных просто забывают, а тут о них помнят. Как вы к кладбищам относитесь и вот ко всей этой ритуальной теме? Сама смерть, конечно, меня страшит, как и всех людей, мне кажется. Атрибутика, связанная с похоронами, нет. Мне кажется, это красиво, интересно и самобытно в России особенно. Ты про наши похороны говоришь? Да, да. Ох. У нас есть, например, традиция приглашать специальных профессиональных плакальщиц, которые, в принципе, приходят и плачут. Вот им за это им платят. Это чаще всего какие-то там соседние бабушки из соседней деревни, и они вот просто приходят и плачут, прям надрывно плачут. И в целом вся атрибутика славянских похорон, она довольно красивая. Про плакальщиц еще интересно сказать, мне кажется, то, что, в принципе, в нашей культуре не приветствуется, когда ты очень эмоционально себя ведешь на похоронах. Ты должен быть сдержанным, и если ты начинаешь рыдать навзрыд, это, в принципе, ну, считается что-то вроде дурного тона поведения, поэтому для этого есть специальные люди. То есть нам не только говорить о смерти, как бы не только смерть, не только табуированная тема для разговора, но и вести себя нужно определенным образом при встрече со смертью. Ты 1,5 года назад была на интервью у Танечки и сказала, что ты гроб со съемок используешь как часть интерьера. Я думал, ты, во-первых, пошутила, а во-вторых, вы переехали же с тех пор. Угу. Но нет? У нас осталась вот эта вот часть от гроба из-под моей головы. И там есть сцена у нас, где Коля разрезает гроб, показывает фокус. Моя голова вываливается. И ты его используешь? Да, сейчас я предыдущую, ту часть, которая была основная от гроба, она действительно в нашем старом доме стояла как на шкафу и была заполнена какими-то вещами личными. Очень красиво, кстати, тоже выглядела. А здесь скорее такая все-таки... Сувенир. Такой реквизит со съемок, потому что внутри этого реквизита как бы это такой кукольный гробик, я бы его так назвала, потому что это мы из нашего последнего клипа «Плак-плак», где мы куклы. И вот это эти куклы, которые у нас, естественно, сохранились, и вот они здесь живут. Мило. Да. Кадила еще у тебя здесь висит? Да, кадила — это подарок одного моего очень религиозного друга. У меня есть один религиозный друг, Никита Забелин. Вот он мне сделал такой подарок. Ты ходишь в церковь? Я не хожу в церковь, но я очень люблю светлый праздник Пасхи из-за крестного хода. Потому что крестный ход, он мне на самом деле очень сильно напоминает рейв. Мне нравится, что это единственный... Вообще Пасха — это единственный светлый, такой массовый светлый православный праздник. И мне нравится то, что люди все вместе собираются, они радостные, они ждут то, что наконец поедят. Рейв? Да, но это же похоже на рейв, разве нет? Не, ход, да, впечатляет. Церковь, храм и клуб, между ними разница минимальная, потому что люди туда приходят, чтобы... За атмосферой? Нет, они приходят не за атмосферой, а за единением каким-то. Они ищут людей, чтобы не быть одинокими, спасаться от одиночества. И мне кажется, в этом эти места очень похожи. Сейчас церковь заменил клуб. Ты же все детство провела в церкви, да?
Ну, я не то, что прям провела все детство в церкви, просто моя мама пела в церковном хоре, и я, соответственно, так как я была очень маленькая, ребенка, ну, куда-то же надо девать. Она брала меня с собой, и да, я там гуляла. Ну, я не могу сказать, что это как бы было какое-то веселое времяпрепровождение, потому что, как я уже сказала, там нужно соблюдать определенные правила поведения. Когда ты подвижный ребенок, которому хочется все потрогать, подергать, не знаю, полизать, то тебя, конечно, бьют по рукам и ругают за такое поведение. Но я там все равно что-то полезное делала, помогала. И атмосфера церкви мне очень приятна и как-то знакома. Плюс, ну, чем мне вообще нравится пространство храмов, то, что там потрясающая акустика. Как в метро, кстати. То есть я часто, когда в метро оказываюсь, если там никого нет, мне хочется там петь. И я понимаю музыкантов, которые там поют, потому что там, ну, очень классная акустика, хочется. И в церкви точно так же. Там все продумано для того, чтобы голос звучал объемнее, чтобы у него было эхо красивое. Какое у тебя сейчас отношение к религии? Скажем так, я понимаю, зачем религия нужна исторически, наверное. Но я не религиозный человек. И мне религия интересна как какое-то художественное произведение. То есть мне это интересно изучать. Это какой-то такой архаичный фантастический мир со своими героями, персонажами и с интересными архетипами понятными. Но я не верю в Бога. Очень давно. Очень давно? Ну, я думаю, что я никогда не верила. И я не имею в виду, что я верила когда-то, а потом обратилась в темную сторону. Зачем религия человечеству? Библия, религиозный текст любой, это свод каких-то общественных законов, законов морали, которые объясняют человеку, как ему надо себя вести, чтобы в обществе все более-менее было устроено благополучно. Ну вот, за этим это и нужно было. Но сейчас я на это, кроме как на художественное произведение, не могу смотреть ни на один религиозный текст. Но все равно его интересно изучать, чтобы понять как бы истоки какие-то общественных конструктов, которые до сих пор существуют и по законам которых мы все еще живем. Вы поднимаете вопросы смерти, которые у нас табуированы. Разве? Да, мне кажется, что тему смерти у нас все очень аккуратно обходят. В принципе, смерть, конечно же, рассматривается как трагедия, хотя с точки зрения религии не всегда, потому что есть надежда на какую-то лучшую жизнь где-то там еще, если ты, конечно, выполнил определенный ряд условий в нынешней жизни. Как любое травматичное переживание, смерть часто как бы замалчивается, и твои переживания, связанные со смертью, тоже. И мне кажется, что о таких вещах просто нужно говорить, их проговаривать, чтобы людям было легче это все переживать. Во-первых, понятно то, что смерть — это часть жизни. И мне кажется, что к этому надо относиться как к чему-то, что есть, существует, и не надо испытывать перед этим жуткого страха. Потому что есть люди, которые так сильно боятся смерти и так сильно в себе подавляют этот страх, что просто не могут на самом деле наедине с собой нормально сосуществовать. Так боятся смерти, что не могут нормально жить. Да, именно. Кажется, что между смертью и рефлексией темы смерти есть просто огромная пропасть. Это просто совершенно разные вещи. Действительно, смерть — это двигатель прогресса. Мне кажется, это так. Страх смерти, скорее, да, это двигатель. Ну, сама смерть — это же первопричина страха, поэтому просто люди пытаются всяческими способами ее отдалить. То есть та же самая медицина или искусство то же самое, оставить свой след после себя. Ну, кто-то для себя это так объясняет. Кто-то просто невротично делает все подряд. Кто-то пытается забыть, кто-то верит в то, что после смерти будет еще что-то. Поэтому вся культура, вся человеческая культура на самом деле строится вокруг смерти. Я целую твой труп. Думала, ты мне друг. Ни одной души вокруг. Ни одной души вокруг. Да, это про одиночество, про состояние депрессивное, когда тебе действительно кажется, то, что у тебя нет никого, и ты одинешенек на всем белом свете, и не с кем тебе как раз поделиться ничем и рассказать о каких-то своих, даже не обязательно проблемах, а просто о чем-то, что тебя
в данный момент как-то и волнует, может, и восхищает или еще что-то. Просто ты один. Ты одинока? Ну, скажем так, в традиционном понимании у меня действительно нету друзей. То есть у меня есть знакомые, но каких-то людей, с которыми я могу прям прийти со своей какой-то проблемой, пожаловаться на что-то или попросить совета, у меня нет. Но я не могу сказать, что это вина каких-то людей, которые меня окружают. Мне кажется, это просто какая-то черта, не черта, а свойство моего характера, что мне сложно просто открываться людям. А перед камерой вот легко. У тебя бывает депрессия? Да. Депрессия существует 100%, и это не какая-то выдуманная, романтизированная история про какое-то томное такое состояние или про какую-то томную грусть. Депрессия — это реальная болезнь, которую нужно лечить, не обязательно таблетками, существуют разные способы и разные стадии депрессии, но это точно не что-то несуществующее. Это реальная проблема, и вообще это как бы болезнь нашего времени. Номер 1, наверное. Как думаешь, почему? Ну, мне кажется, здесь много причин, в том числе потому, что мы сейчас все живем в очень больших активных городах, максимально оторванные от природы и от своего какого-то привычного ритма, и очень много информации, очень много света, и это все вместе дает такой эффект. Мы не успеваем так же быстро подстраиваться под меняющийся вокруг нас мир, технологии и скорость. Большая доля капитализма тоже. Заслуга, вернее, не доля капитализма в том, что... Ты должен гнаться, чтобы Да, ты выжить. гонишься за успехом, за деньгами, у тебя все время нет времени, ты все время боишься, что ты не успеешь достичь определенных ступенек успеха, ну и вообще, что ты не выживешь, что ты окажешься под забором или еще что-то. И, конечно, это дает тебе такое нервное состояние, выгорание эмоциональное, которое влечет за собой депрессию. Все разговоры о том, что люди стали гораздо депрессивнее, времена стали гораздо мрачнее, что все катится неизвестно куда, они все связаны с вот этой вот акселерацией информационного века, и чем больше информации, тем больше негативной информации. А люди просто так устроены, что негативная информация для нас важнее, чем позитивная. То есть если ты 20 тысяч лет назад шел по саванне и видел какое-нибудь дерево, и на нем какой-нибудь там шорох, то, конечно, тебе выгоднее думать, что это ягуар, а не сорока. Поэтому людям действительно... За 20 лет мало что изменилось. 20 тысяч. За 20 тысяч лет мало что изменилось, да. Люди действительно замечают какие-то негативные моменты. Я вот недавно читал книгу Стивена Пинкера, называется Enlightenment Now, про науку и почему она так важна. И там в конце книги, в целом книга очень крутая, советую всем, там в конце книги есть классная PDF-ка, в которой очень много графиков. И эти графики очень круто скурированы. PDF-файл. Да, там есть классный PDF-файл, в котором очень классно скурированы, подобраны графики, в которых описывается то, почему сейчас жить лучше и становится лучше с каждым годом в целом по миру. То есть действительно смертность становится меньше. Действительно люди начинают больше учиться, они становятся образованнее, люди начинают учить языки, больше путешествовать. Из-за того, что медиа так заострены на негативе, появляется ощущение, что все очень плохо. А на самом деле все лучше, чем было. Просто, мне кажется, это не очень продуктивно думать, что все очень плохо. Гораздо продуктивнее видеть, что сделано хорошо, и делать так же или делать лучше. А вот пытаться построить на пепелище новый мир, это ни к чему не приведет. Такой, знаешь, прям прививку от революции ты сейчас дал. Сейчас, в принципе, очень много радикальных движений. Все радикализовались со всех сторон. Мне кажется, что троцкисты, что фашисты — это не путь вперед, это путь назад. У тебя депрессии бывают? Они бывали, но я научился с этим работать. Как? Спорт. Я занимаюсь спортом. Я медитирую. Читаю книжки, общаюсь с друзьями. Больше выхожу на улицу.
А спорт что? Я бегаю. То есть, если грустно? Не, я бегаю каждый день. Понятно. И это вытягивает... А каким образом это не дает погрузиться в депрессию? Ну, это просто физиологически тебя бодрит. Счастье бегуна, то самое? Да, runner's high. Но в целом просто мне уже сложно не бегать, я бы так сказал. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Блиц. Я спрашиваю коротко, ты отвечаешь не обязательно коротко. Лучший город России, Ну, для меня это все-таки Москва. кроме Москвы? Но я очень люблю Казань. Нравится рельеф этого города, нравится, что он такой ветреный, нравится, что там такое слияние культур разных. И прикольные, интересные из-за этого люди. Ну да, вот я люблю Казань. Владивосток. Красивый город, природа. Он интересен тем, что там люди действительно немного другие. Во что ты вложилась бы, если бы у тебя был $1 000 000? Музыку, в новое видео. В несколько, конечно. Да, в принципе, так же, как мы вкладываемся в клипы и во время, чтобы их снимать. 3 самых интересных музыканта в мире прямо сейчас. Обязательно надо отвечать на этот вопрос. Коля очень интересно ответил. Люди будут гуглить после этого. Коль, это понятно. Я к тому, что я очень люблю отвечать на такие вопросы, типа, что ты смотришь, что ты слушаешь, что тебе нравится. Люди очень ленивые, они потом тебя ограничивают вот этими перечисленными тобою какими-то художниками, артистами. Ты образовываешь людей таким образом, ты понимаешь? И в то же время я себя загоняю в какую-то рамку, Да. в какую-то коробочку. Я это не люблю. I speak. Так, а еще? Как бы это ни звучало банально, но Канье Уэст является сейчас одним из самых-самых-самых интересных и крутых музыкантов. Мне очень нравится то, что он делает, и как он эволюционирует, и как его каждый релиз кардинально просто отличается от предыдущего. Как он многогранно открывается с разных сторон. Причем я сама очень долгое время его не воспринимала всерьез, и как-то он для меня был очень таким мейнстримовым художником. А после его альбома про биполярочку и про все эти депрессивные состояния я его как-то иначе на него взглянула. Надеюсь, Коля не говорил про Канье Уэста. Канье Уэст, Кали Малон, пусть будет Фрэнк Оушен. Почему Канье Уэст? Ну, потому что он очень крутой продюсер. И он очень крутой куратор искусства. Кроссовки Канье Уэста — это тоже искусство? Да. Ну, мне вот они не очень нравятся, например, но да, это искусство. Искусство стиля. Charli XCX. Она как очень классный куратор выступает, потому что она сама не пишет музыку, работает с продюсерами, но при этом у нее есть такое четкое видение того, что она делает. Это если брать какой-то около попсовые музыканты. Ну а так, конечно, мне нравятся и какие-то такие уже мэтры, типа Бьорк, но она бесспорно очень крутая. И я очень хотела на ее концерт в Москве, но, к сожалению, карантин. Мне еще очень нравится последний альбом FK Twigs. Мне очень нравится манера ее вокала, как она тоже работает со звуком, как куратор в том числе. Она танцует, у нее очень интересная пластика, и поэтому, например, ее музыкальные видео, они всегда завязаны в том числе на работе со звуком и с телом. И это очень мне интересно сейчас, потому что мне самой хочется как-то развиваться в эту сторону и больше работать с пластикой, потому что это очень сильно влияет на музыка и тело, ритм, это все как-то так одно. Поэтому, когда ты начинаешь по-новому узнавать свое тело, ты по-новому и звук передаешь, транслируешь, и вокал в том числе. Сколько тебе будет в 2036 году? Сейчас мне 28, просто у меня скоро день рождения, я путаюсь. Так, если в 2036, то это будет через 16 лет. Мне будет 44. Я обычно не говорю, сколько мне лет. И не потому, что я стесняюсь своего возраста, очень большого, а потому что мне не нравится концепт возраста. Мне кажется, что есть твое тело, естественно, физическое, которое стареет, и есть твое тело социальное.
И их возраст, он совершенно разный. Это во-первых. Во-вторых, ты, когда говоришь, сколько тебе лет, ты на себя вешаешь сразу какую-то тонну просто каких-то штампов определенных. Особенно, когда ты девочка. Как бы все ждут, что к определенному возрасту ты должен достигнуть в своей жизни таких-то вещей. Или у тебя должна быть семья, или карьера, или еще что-то. И относительно этого тебя судят. А мне нравится то, что никто не знает, сколько мне лет, и что я такой человек без возраста. Мне кажется, это какой-то очень освободительный момент для меня, по крайней мере. Как вы решаете этот вопрос, когда вам организаторы билеты покупают? Организаторы знают, да. Мне кажется, вообще далеко не все обращают на это внимание. Я вот не обращаю внимания на возраст людей. Я тоже не обращаю внимания на возраст людей, но только не тех, которые его скрывают. Тогда Так я у не тебя скрываю. просыпается хищническое любопытство. Ну класс, Вот. вы считываете. Вот и все. В чем сила? В развитии. Ну, наверное, в эмпатии, в способности испытывать эмпатию, в способности развивать свой эмоциональный интеллект. Ну, в эмпатии, да. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Конкурс. Для начала приз. Что вы приготовили, ребят? Это картинка, которую мы используем в нашем клипе «Плак-плак». Она висела в кукольном домике. Вы взяли ее с собой? Да. Я все время думал, для чего тебе эти карманы? Так, Это мы и наша, приемная дочь. скажем так, да, наша приемная дочь из На клипа. время съемок. Да. Девочка понимала вообще, в чем она снимается, нет? Ну, она понимала по ходу съемок, что что-то здесь не так, но в целом она вообще классно, на самом деле, отыграла и классно, профессионально, я бы даже сказал, вела себя на площадке. Да, с ней было очень здорово работать. Сколько ей лет? Ей было, по-моему, 8, нет. 8 или 7. А реакция от нее прилетала какая-то на клип? От родителей вроде как им нравилось. Никакой негативной реакции не было, Да. если ты об этом. Ваши клипы, сценарно это всегда очень замысловатая история, и в комментариях прям много народу пытается декодировать это, разобраться, что вы имели в виду, и мы решили предложить простую вещь. Хотя вы сами всегда и режиссируете, и пишете себе клипы, почему бы не попробовать, хотя бы вот попытаться привлечь кого-то к написанию сценария? Давайте выберем какую-нибудь песню, и людям, чтобы выиграть вот этот замечательный приз, нужно будет в комментариях к закрепленному комментарию, написать короткий сценарий, вот прям короткий, одним абзацем, сценарий клипа на выбранную нами песню. Что мы выберем? Давайте на трек «МКАД». Ты зарыл меня замкадом, накормил меня землей, но я выбралась из ада и вернулась за тобой. МКАД, вы не будете снимать по нему клип? Мы пока не Пока не планируем. планируем. Не Но, может планируем. быть, если какая-то супер идея будет. Просто придумываем сценарий к этому клипу, оставляем в закрепленном комментарии, и тот вариант, который нам понравится больше всего, коллективно решим, хорошо? Понравится больше всего, тому достанется вот эта фотография, но и вдруг, то не надо думать, что если на сценарий победителя снимает клип, то есть это не обязательное условие, но если вдруг ребятам настолько понравится, что они загорятся и возьмут в соавторы на этот клип. Спасибо большое, ребята, было очень интересно провести с вами это время. Спасибо. Спасибо большое. Юрий